Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских, и это канал «Золото, валюта, богатство». В прошлом ролике мы с вами завершили обзор истории тройки золото, рубль, доллар и сделали долгосрочные и среднесрочные прогнозы по ним. Этой тройки минимально достаточно, чтобы задаться вопросами о том, в чем учитывать свои накопления и какая их форма наиболее хорошо сохраняет стоимость. Что является нейтральной сберегательной позицией, как принимать решения о направлениях инвестиций из нее и оценивать их результаты. Именно этим мы и займемся в двух частях этого и в следующем ролике. В этой первой части ролика мы с вами доказательно покажем, что наиболее эффективно считать единицей измерения своих сбережений. И, соответственно, что является нейтральной, то есть пассивной сберегательной позицией. Заметьте, я не использую слово «правильно» в отношении единицы измерения, а использовал я слово «эффективность». И подчеркнул способ, как мы это сделаем. Мы это докажем. Это касается всего стиля нашего с вами общения. Я никогда не призываю вас к слепой вере в то, о чем говорю, а всегда стараюсь доказать и обосновать свою точку зрения. В следующем ролике мы с вами разберемся с тем, как выбор наиболее безопасных и наиболее эффективных направлений инвестирования связан с золотом и динамикой валют к золоту. А также при помощи золота определим иерархию рисков и доходности различных активов. Направление инвестирования определяется страной или, другими словами, валютой операции. Классы активов по мере нарастания доходности и риска – это депозиты, облигации, акции, недвижимость и прямые инвестиции. Этот и следующие ролики являются обобщением всех нескольких десятков предыдущих роликов и ключевыми для понимания восприятия последующего изложения. Повторюсь, не отчаивайтесь, если некоторые вещи воспринимаются в этом и в следующем ролике достаточно сложно, и вам не сразу все понятно. Это следствие того, что очень многое из того, о чем мы с вами говорим, противоречит пропагандистским установкам неолиберальных псевдонаучных экономических теорий и интересам банков. Именно поэтому я пытаюсь показывать вам все в доказательной форме. Но поскольку мы с вами преследуем сугубо практические цели эффективного сохранения и умножения собственных сбережений, я избегая строгих, но сложных математических доказательств, показываю все на конкретных иллюстративных примерах безопасного лечения собственных сбережений. Ну и, естественно, сохранения их в первую очередь. Прежде чем перейти к структуре сбережений в разрезе золото, доллар, рубль, давайте сначала еще раз определимся с целью, с которой мы делаем сбережения или создаем резервы капитала. В первую очередь мы хотим гарантировать себе определенный объем материальных благ в будущем. Или, если речь идет о резервах, мы хотим покрыть часть будущих расходов. Поэтому главное требование к сбережениям или резервам – они должны сохранять стоимость. Второе. Нам необходима понятная и предсказуемая скорость превращения наших сбережений или резервов в материальные ценности. Для корпоративных резервов и умных сбережений добавляется еще возможность инвестирования, то есть изменение формы капитала. В финансах это называется ликвидностью. Физически сохранность определяется двумя словами – null без null и местом хранения. Эту тему я затрагивать пока не буду. Таким образом, ключевое требование к сбережениям или резервам – сохранение стоимости плюс ликвидность. Наиболее ликвиден внутри России рубль. Доллар и золото, в зависимости от формы null без null, отличаются от него либо на биржевую комиссию на уровне десятых сотых долей процента, либо на разницу котировок покупки-продажи банков. Таким образом, поскольку колебания всех этих инструментов между собой в десятки, как мы видели, в десятки раз выше этих комиссионных расходов на изменение ликвидности, то ключевое свойство для нас – это сохранение стоимости. Мы с вами в предыдущих роликах уже слегка зацепили историю поведения стоимости недвижимости и облигаций, но этим плотнее мы займемся в следующем ролике. В этом ролике, то есть в его двух частях, у нас задача, кто в тройке золото, рубль, доллар лучше сохраняет стоимость. Для этого нам нет необходимости зарываться в графике активов и товаров. Для этого нам достаточно лишь картины взаимного поведения золота, рубля и доллара.
На исторический вопрос мы отвечаем легко и просто. В ролике «Золото-доллар 1. Рост 50 раз. В чем сохранить деньги. История с 1833 года» мы определили, что доллар упал к золоту в последние 50 лет примерно 50 раз. Ссылка на этот ролик в YouTube. В YouTube сейчас на экране. И для всех платформ под этим роликом его описание. Исторический ответ для рубля мы получили в ролике «Что выгоднее, доллар или золото?» Золото-рубль 1930-2023. Рост 45 миллионов раз. Ответ содержится в самом названии ролика. Рубль за последние почти 100 лет упал к золоту примерно в 45-60 миллионов раз. Ссылка на этот ролик в YouTube сейчас на экране и для всех платформ под этим роликом в его описании. С историей разобраться легко. Исторически золото в последние 50-100 лет в десятки и миллионы раз лучше сохраняло стоимость, чем рубль или доллар. То есть, наверное, слово «наверное» я стебаюсь. То есть, наверное, для достижения наиболее эффективного результата нужно было стратегически преимущественно находиться в золоте на горизонтах управления года. Слова «преимущественно» и «стратегически» употреблены не для красного словца. Далее в 2 частях этого ролика и в следующем мы конкретно расшифруем до долей или процентов структуру сбережений или резервов и определим долгосрочные критерии изменения этой структуры. Прежде чем перейти к конкретной текущей структуре сбережений или резервов и ее прогнозу, давайте посмотрим один абстрактный график. Сделаем это не из праздного любопытства или безделья. Рассмотрение этого ролика имеет очень важную психологическую задачу в понимании того, что такое нейтральная или нулевая позиция в сбережениях. Сейчас мы с вами посмотрим один график. Я пока скрою название инструмента, интервал времени и масштаб свечей. Сначала, чтобы не забивать себе голову стереотипами, мы посмотрим на него как на абстракцию. Проделаем несколько гипотетических операций на старых данных и получим некий циферный результат. А потом я скажу, что это за график. И мы с вами очень неожиданно интерпретируем наши действия и смысл результата. Сразу хочу предварить критику по поводу так называемой игры на старых данных. Во-первых, всегда, когда я показываю сделки на старых данных, я либо сравниваю результаты управления по двум разным стратегиям, и важен не сам абсолютный результат, а сравнение результатов. Либо, как в этом случае, абсолютный результат тоже не очень важен, а важно опровержение некого сложившегося стереотипа. Циферный результат будет служить лишь мерой той стоимости, которую мы платим, следуя этому стереотипу. Этот стереотип, мягко говоря, шельмовство. А в основе любого шельмовства всегда присутствует введение в заблуждение и создание на основе этих заблуждений массовых поведенческих стереотипов. Но поскольку хоть и не единственными, но очень сильными побудительными мотивами наших действий являются жадность и страх, то есть эмоция, то при создании этих ложных стереотипов очень часто используется эмоция. Эта эмоциональная связь не может быть преодолена только рациональными аргументами. Именно поэтому многие идеи, которые мы обсуждаем, я показываю на торговых примерах, чтобы получить результат, который затрагивает эмоции. И есть еще один очень важный момент по поводу нашей с вами логики, схемы создания общей картины рынков. Цель этой картины у нас с вами, конечно же, не абстрактная, а самое что ни на есть бабуинская, попытаться насытить ненасыщаемое, то есть нашу жадность. Общая логика нашего продвижения примерно следующая. На первом этапе мы ищем наиболее адекватный и выгодный способ измерения стоимости, особенно когда речь идет об активах из разных стран. По традиции этот способ называется деньгами. На этом этапе мы с вами устанавливаем те деньги, в которых наиболее адекватно и эффективно измерять свои сбережения, резервы или капитал. На самом деле это одно и то же. Поэтому в той или иной мере были посвящены предыдущие ролики этого канала. И в этом ролике мы с вами все это обобщим и придем к выводам, на основе которых сможем создать некие правила или алгоритмы поведения. На втором этапе, используя знания о качественной единице измерения стоимости, мы сможем разобраться с тем, как связаны между собой различные сегменты рынков
и какова последовательность их условного старшинства, и какова наиболее безопасная последовательность инвестирования в эти сегменты. Это мы сделаем в следующем ролике, то есть в следующем тематическом ролике на основе рубля, доллара, золота, облигаций и недвижимости. По остальным сегментам я сформулирую это как предположение. И далее мы будем в этом предположении убеждаться, выстраивая постепенно общую картину рынков и делая прогнозы по добавляющимся сегментам и инструментам. На третьем этапе мы глянем на подходы к прогнозированию движения непосредственно самих инструментов. Сейчас, когда мы с вами делаем прогнозы, эту функцию выполняю я. Просто показываю вам результаты анализа. Некоторые основы я вам постепенно даю, но если будет интерес и спрос, я сделаю отдельный курс по анализу и прогнозу рынков. Я обращаю ваше внимание, что то, с чем мы с вами ознакомимся на первых двух этапах, основа и фундамент для правильного понимания анализа тенденций рынков. То, что мы с вами сейчас будем делать на графике, проще простого. Мы с вами на старых данных правильно купим и правильно продадим. На старых данных это всегда очень просто. Поэтому мы акцентируемся не на конкретной доходности или прибыльности, а на масштабе результата. Но главными будут те выводы и ваши реакции, которые будут, когда мы узнаем, что это за инструмент. Приступаем. Здесь у нас с вами график цены некого инструмента или актива. На всякий случай напомню, что все графики, которые мы смотрим в этом ролике, есть публикация на Дзене. Ссылка на эту публикацию под роликом в его описании. Если вам удобно, можете просто ролик тормознуть и открыть публикацию. Смотреть не с экрана камеры, а с сайта. Как вы видите, наш актив все время валился. Вот он. Периодически стабилизируясь. Поэтому очевидно, что мы в основном будем играть в понижение. Игра в понижение – это когда у нас нет актива, а чтобы его продать, мы сначала его занимаем, а потом продаем. Получаем деньги и ожидаем, что после нашей продажи цена упадет. И мы, чтобы отдать долг в этом активе, сможем купить его дешевле, чем продавали. А разница в цене продажи и последующей покупки и будет наш доход. Пусть вас не пугает то, что игра в понижение – это повышенный риск. В обычном случае это так. И работа в понижении требует повышенного опыта и профессионализма. Но то, что мы с вами смотрим, это рыночно-психологический этюд, результат которого когда мы узнаем, что это за актив, вас сильно поразит. А заодно и сильно поколеблет некоторые стереотипы. Начнем с самого начала. Возьмем масштаб побольше. Сейчас я открою копию графика, на котором заранее уже записал результаты наших операций. Полагаем, что в самом начале у нас было сбережение 100 единиц. Вот они. Актив стоит примерно 97. Вот она цена. 97. Поэтому денег у нас как раз примерно на 1 единицу актива. Вот здесь в самом начале, вот оно колебание вниз происходило. Но это не несло новой информации, и мы ничего не делали. Мы на данном этапе не вдаемся в обоснование операций, а только рисуем примерно правильную и интуитивно понятную стратегию поведения. На старых данных это всегда можно сделать. Но на самом деле самое важное будет после того, как мы получим примерный результат. И я скажу, что это за актив. Поэтому здесь для нас даже не очень важны цифры, а только порядок. Примерный порядок результата. Вот здесь во второй половине третьей клеточки в направлении колебаний в самом начале, вот в этом вот направлении, произошло небольшое колебание вниз в том же направлении. Ну вот оно. Вот это колебание вниз. Очень маленькое, плохо видно. И мы принимаем решение, что если будет пробой вниз этого минимума, вот этого минимума, то мы откроем позицию в понижение нашего актива. То есть, как было сказано ранее, займем его и продадим. Здесь я чуть-чуть очень упрощенно показал возможность обоснования этой операции. То есть, что были шансы принять
такое решение, о котором я говорю. Объем, в котором мы будем проделывать операцию, я тоже беру гипертрофированный. Мы будем продавать, то есть открываться вниз в размере всего нашего капитала. На самом деле так делать нельзя. Первая операция должна быть небольшой по сравнению со всем капиталом. А потом по разным дополнительным критериям ее можно увеличивать. У нас 100 единиц денег, вот они. Это чуть больше, чем на одну единицу актива. Мы займем эту единицу актива под залог наших денег. На современных биржевых рынках это стандартная операция. Не нужно никуда ни ходить и ни с кем что-то дополнительно согласовывать. Как правило, сейчас кредит в инструменте открывается автоматически в рамках стандартных параметров по факту совершения сделки. И когда произошел пробой минимума, вот он произошел, вот он пробой идет, мы продаем. Кредит откроется, ну если как сейчас, то кредит откроется в момент продажи. Пусть мы продали нашу единицу актива чуть ниже сигнального минимума, скажем, по 95. Место продажи показано красной линией. Комиссии и проценты по кредиту я впрямую для простоты учитывать тоже не буду. Просто буду немного ухудшать ценовые условия сделок, как это сейчас. То есть 95 ниже, чем вот этот минимум. Таким образом, после продажи занятого актива, то есть после открытия позиции в понижение, у нас 100 единиц, которые были, вот они, изначально. 95 единиц от продажи занятой единицы актива, от занятого актива. То есть в сумме у нас примерно 195 единиц денег. Эта арифметика показана вот записью на графике. Вторая строчка показывает, что мы с вами должны одну единицу актива. Вот она, минус один актив. Актив хорошо падал несколько периодов. Дальше, после появления в четвертой клеточке так называемой восходящей звезды, вот она, эта восходящая свеча, называется восходящая звезда. Нам вполне могло прийти в голову после ее пробоя вверх закрыть нашу позицию в понижении и отдать долг в активе, то есть фиксировать прибыль. Пусть у нас это получилось примерно вот здесь, по цене 70, вот она. Я опять заведомо беру цену чуть выше, то есть для того, чтобы явно не учитывать проценты по кредиту и комиссионные. Место покупки показано вот этой зеленой линией. Наша арифметика преобразуется следующим образом. 195 единиц денег было, вот они. 70 единиц денег мы потратили на покупку одного актива. А поскольку актив мы вернули, то долг ушел. Вот 0 в активе. Вот он. В итоге у нас образовалась прибыль плюс 25 единиц. И общее количество денег стало 125 единиц. Вот они. Те, кто хоть немного знаком с техническим или свечным анализом, или чуть более вдумчиво, чем откусывание бутерброда, смотрел предыдущие ролики, взовьются в критике. И желая увеличить прибыль, закричат пальцами по клавишам, что по 70 вот здесь. Нужно еще было, помимо закрытия короткой позиции, открыться вверх. Согласен. Но мнимая максимизация прибыли и сомнительная демонстрация умения играть на староданных не является целью нашего с вами вот этого рыночного этюда. Нам не очень важны даже сильно точные цифры. Нам сейчас важен только характер и смысл самих операций. И примерный конечный результат, который, когда я скажу вам о том, какой актив мы с вами покупали и продавали, слегка перевернет ваше финансовое мировоззрение. В данном случае мы открыли короткую позицию в активе и закрыли ее, вернув долг в активе и оставив прибыль в деньгах. Вот она. Актив поднялся до первоначальных значений. То есть вот наша текущая позиция в деньгах. Актив поднялся до первоначальных значений. Дальше 5 клеточек мы ничего не делали. 1, 2, 3, 4, 5. Оставаясь в деньгах. В последней, после пятой клеточки сложилось, то есть в последней пятой клеточке, вот в этой вот,
в четвертый и в пятый сложилась конфигурация, которая могла подвигнуть нас опять открыть короткую позицию. Я опять не концентрируюсь на обоснованности и возможности реализации этого решения. Нам важно не это. И мы принимаем решение продать заем на актив, то есть продать коротко, если актив опустится на 1 единицу ниже минимального уровня, на котором находился в течение последних 6 периодов. То есть в течение вот этих вот 6 клеточек. Вот он этот минимум. То есть вот эта вот линия, это фактически минимум. Мы опять занимаем и продаем по 95. Результат в записи на графике 125 единиц денег у нас было. Вот они. Плюс 95 единиц от продажи одного заемного актива. В итоге у нас 220 единиц денег и задолженность в размере одного актива. Вот минус 1 актив. Когда падение прекратилось, вот здесь, по прошествии нескольких периодов, мы опять пришли к выводу закрыть короткую позицию и вернуться в деньги. Вернуть долг и остаться в деньгах. Пусть короткую позицию в размере одного актива. Вот он у нас, наша стартовая позиция. С учетом расходов и прочего мы откупили по 60. Примерно вот здесь. Это отражено на надписи на графике. После продажи одной единицы активов было 220. То есть сначала вот так, потом входящая вот так. Откупили мы одну единицу по 60. В итоге у нас 160 единиц собственных денег. Актив вернули. Вот 0 активов и долгов в нем. И двинемся немножко дальше. После того, как мы откупились, актив постоял 3,5 клеточки. Раз, два, три, ну, почти 4. Потом двинулся немного вниз. Вот движение вниз. Несколько интервалов временных двинулся вниз. После этого вернулся ненадолго вверх. И опять продолжил падение. Нами вполне могло быть принято решение опять открыться вниз в случае пробоя вот этого минимума. То есть минимума вот этой подергушки. Я опять не углубляюсь в обоснование и возможность совершения этой операции, то есть ее такого полного обоснования. И не показываю, что для этого решения нужно было опуститься в анализе на один временной масштаб вниз. Подчеркиваю, это сейчас не важно. Нам только важен характер операции и примерный порядок результата. Все абсолютно точно так же, как и раньше. После предыдущей работы с позицией у нас было 160 собственных единиц. Вот они. То есть вот мы закончили операцию, закрыли. Это у нас перед стартом. То есть нового открытия. Этих 160 единиц хватает на залог под 3 единицы. Ну, примерно на 3 единицы по этим ценам. Мы занимаем 3 единицы актива. Вот они. И продаем их, ну, скажем, по 50. В результате у нас 310 единиц денег и кредитная задолженность в 3 единицах актива. Вот они, минус 3. В течение 5 периодов наш инструмент летел вниз. Раз, два, три, четыре, 5. Исходя из анализа и моделирования, нужно было 60-70% позиции закрывать на пробое максимума вот этой вот первой растущей свечи. А потом уже переоткрываться. Опять вниз, в меньших объемах, на пробой вниз вот этого минимума. Для упрощения я этого на нашей схеме делать не буду, чтобы не усложнять и не удлинять расчеты. Тем более, что кардинально это результат не изменит. Повторю,
что то, что я сейчас делаю, не урок по теханализу или системам управления сделками. Я не пытаюсь показать суперправильную работу или доказать все, что все это легко и просто в реальной жизни, когда у вас еще нет свечей справа, и вы еще не знаете будущего. Когда мы с вами делали долгосрочные анализы рубля, доллара и золота, вы видели, что это далеко не так. С учетом сказанного, пропуская возможные промежуточные операции, которые чуть-чуть ухудшили бы результат, мы закрываем всю нашу позицию в понижении на пробое вверх вот этой маленькой восходящей звезды. Вот здесь. Мы откупаем все 3 единицы капитала. Цену закрытия, чтобы учесть расходы, я беру на 1 единицу выше максимума свечи. То есть примерно вот здесь вот по 5 единиц мы закрываемся. Но минуточку. На этих ценах это, там 0,5 единиц, это 10% от максимума свечи в 4,5. То есть максимум свечи вот здесь 4,5. Мы закрываемся по 5, это примерно, разница составляет примерно 10% от текущей цены. В итоге, после продажи 3 единиц занятого актива у нас 310 единиц. Вот так мы входим в закрытие. После откупа 5 единиц, 3 единиц по 5, то есть 3 единиц актива по 5 единиц цены, в итоге мы получаем собственных средств 295 единиц. Активы отдали, долг активов вернули. У нас нулевая позиция задолженности по активу. То есть теперь у нас стало 295 собственных единиц денег. Следующие 2 клеточки динамики, то есть вот это и вот это. Несмотря на то, что вместе закрытия короткой позиции на пробое максимума восходящей звезды, то есть вот здесь, можно было открываться в нашем активе вверх. Я этого делать не буду, поскольку цель не в том, чтобы нарисовать абсолютно идеальный путь. Более того, последующая динамика позволяла немного открыться вверх в еще одном или 2 местах. Ну, то есть вот вверх. Вот, сдвигаемся немножко вправо. Вот так вот берем. То есть мы сейчас смотрим вот эти 2 клеточки. Все, то есть были возможности открываться вверх или вот здесь, или еще там в паре мест как бы. В деталях я это рассматривать не буду. Я рассмотрю только одну примерную сделку, даже не буду проводить вычислений, только примерно оценю ее результат. Эту покупку можно было попробовать сделать на пробое максимума, на пробое вот этого вот максимума вверх, когда он пробивался. Он пробился через, то есть условия помечены синенькой стрелочкой. Ну вот оно здесь, ее плоховатенько видно, но вот она вот здесь. Этот пробой вверх произошел через 3 свечи. Вот здесь вот. Вот он. Это условие помечено. То есть, чтобы легче было считать, будем полагать, что мы купились по 6. Вот цена 6. Купились мы опять же на весь капитал, на все 295 денежных единиц. Уровень места покупки я пометил зелененькой линией. Покупаться в таком объеме в первой сделке в реальной жизни, конечно, ни в коем случае нельзя. В реальности это должно быть не более чем 5 или 10% от капитала. Но у нас не реальное, а демонстрационное модельное управление. Цель не в конкретном результате управления, а в получении иллюстрации. Поэтому, чтобы сохранить методологию, как во всех предыдущих сделках, и упростить вычисления, мы открываемся, то есть делаем покупку на весь капитал. Нам эта покупка очень важна для метода психологических целей. То есть для момента, когда я раскрою название актива, с которым мы работаем. В итоге мы купились на весь капитал по 295 единиц по 6. Вот по этой цене, по зелененькой. Заработать прибыль, основываясь на динамике этого временного масштаба, было очень сложно. В зависимости от системы управления закрывать позицию пришлось бы в диапазоне от чуть выше 6, то есть где-то вот здесь, до 4. То есть вот примерно в этом диапазоне.
Предположим, что у нас реализовался наихудший вариант. Чтобы легче было считать, я выберу вариант закрытия ровно по 4. То есть вот здесь мы закрылись. Этот уровень и место продажи показаны красной линией. Вот она здесь присутствует. Покупались мы на весь капитал по 6 единиц, продавались по 4. Поскольку делали как нельзя делать, то есть на весь капитал, то потери наши составят 33%, то есть примерно треть от всего капитала. После первой операции у нас было 295 единиц. Сейчас я вот так вот. Еще чтобы получше было видно. Было 295 единиц. Минус примерно 30%. То есть это 295 минус примерно 100 денежных единиц. В итоге у нас остается после этой убыточной сделки 195 денежных единиц. Еще раз подчеркиваю, нам сейчас важна не радостная демонстрация супер такого ловкого управления капитала. Цель не в этом. Я просто постарался показать, что теоретически существовал более-менее реалистичный вариант работы с позицией. Результат 195 денежных единиц, то есть плюс 95 единиц, чисто символический. Он нам в дальнейшем будет нужен не для количественных, а для качественных выводов. Дальше, несмотря на то, что были еще возможности для операции, мы этого делать и записывать цифры не будем. Я просто оценю возможный порядок последующего результата, но прокомментирую характер возможных операций и общий знак позиции. Нам это будет нужно для дальнейшего. Вот здесь вот на пробое минимума восходящей звезды, который был 2,5 клеточки назад, вот здесь вот. То есть вот здесь мы могли еще раз открываться вниз, примерно в районе 2,5. Подчеркиваю, в этом месте, как и в начале, мы могли бы опять открываться в понижение нашего актива. Закрывались бы мы, например, как в прошлой серии работы в понижении, например, на пробое максимума вот этой восходящей маленькой звезды. Вот примерно здесь бы мы закрывались бы. То есть вот тут открылись, и здесь бы мы закрывались. То есть примерно по 1,5. При таком же безбашенном объеме в первой сделке в 100% от капитала, как на самом деле работать нельзя, мы могли бы заработать чуть больше 30%. То есть по 2,5 продавались, по 1,5 откупились. То есть погасили бы вот этот вот предыдущий убыток. Вот этот вот, который был. Но мы это учитывать уже не будем. Для демонстрации нам достаточно уже полученного результата и просто понимания характера, какие сделки могли быть. Смотрим, что происходило дальше. Возможности вверх и возможные убытки от этого я тоже комментировать не буду. Ну вот здесь вот, скажем, там открыться, закрыться потом как бы. Будем считать, что мы ничего не делали вот в этой вот предпоследней клеточке. Просто сидели в деньгах. И смещаемся к последним вот этим 4 свечам. Я вот так сейчас побольше возьму, помасштабнее. Анализ и моделирование ситуации показывает, что пробой минимума последней восходящей звезды, то есть вот этот пробой вот этого минимума, с высокой вероятностью бы означал, что актив может сходить в диапазон примерно 0,8, то есть вот сюда вот, 0,2. Поскольку этот минимум уже пробит, то есть вот он, вот этой свечой пробит, минимум восходящей звезды, то мы могли бы быть уже немного открыты сейчас вниз. То есть условие выполнено вот на этой свече. Мы можем быть немножко открыты уже вниз. Если говорить о реальной, а не о символической безбашенной работе, как раньше, то это могла бы быть короткая позиция в 5-10% от капитала. То есть открыта вот примерно вот в этом месте. Последний минимум рынка от текущего состояния, то есть теоретически мы находимся вот здесь, где-то вот в этом месте. Последний минимум рынка это вот эта вот свеча. То есть 3 свечи назад. Его пробой вниз будет означать увеличение качества предыдущего пробоя минимума, вот этого. И также это будет означать, что вероятность похода в диапазон 0,8-0,2, то есть примерно вот в эту область,
сильно увеличится. То есть в случае пробоя вниз минимума свечи, который был 3 свечи назад, то есть вот этого минимума, можно задуматься об увеличении нашей короткой, реальной теперь уже, как мы говорим, позиции до 0,3-0,4 размера всего капитала, то есть 30-40% капитала. Еще раз, речь идет о короткой позиции, то есть о работе в понижении. Когда мы открываем короткую позицию, то мы под залог наших денег занимаем актив и продаем его в надежде купить дешевле. То есть мы, имея долг в активе, продаем его за деньги и увеличиваем свою денежную позицию выше своего капитала. Если стоимость актива, который мы занимали, упадет, то наш долг уменьшится и мы начнем оказываться в выигрыше. Резюмируя, наша позиция либо в деньгах сейчас, либо немного в понижении. То есть мы, оставаясь в деньгах, могли занять немного, 5-10% актива и продать его. Этот качественный результат очень важен для дальнейшего. Мы либо в деньгах, либо немного в понижении. И теоретически, если произойдет пробой минимума, который был 3 свечи назад, вот этот вот, мы можем увеличить короткую позицию до 30-40% всего капитала. Теперь давайте вернемся ко всему графику и проинтерпретируем наш общий результат в зависимости от стратегии поведения. Сейчас вот он весь график. Вот так вот. Смотреть на него не очень удобно, потому что мы его весь исписали. Поэтому я открою сейчас еще один экземпляр, тот, который не исписан. Сейчас у нас на экране два одинаковых графика. Слева чистый, справа он же, но только что нами исписанный. Рассмотрим три стратегии поведения. Первая стратегия поведения. Мы ничего не делаем и находимся все время в деньгах. В этом случае у нас как было 100 единиц, вот в самом начале, вот здесь вот. Так к концу 100 единиц денег и осталось. То есть мы ничего не покупали, ничего не продавали. Вторая стратегия поведения. Мы с самого начала и до конца находимся в активе. То есть как вот здесь вот у нас 100 единиц мы вложили в актив, так все время в этом активе и находимся. В конце у нас в начале 1 единица актива, то есть все деньги находятся в этом активе. И до самого конца мы также в этой 1 единице актива и находимся. Но в конце у нас одна и та же единица актива стоит всего 1 единицу денег. То есть наш капитал в этом случае упал почти в 100 раз. И третья стратегия поведения, та, которую мы только что рассматривали, результаты которой записаны на правом графике. При этой стратегии мы безбашенно в смысле размера первой сделки играли вниз. Эта стратегия не пример грамотного и осторожного управления. Это более-менее правдоподобная, очень упрощенная иллюстрация. Это абстрактный пример, это просто способ привлечь ваше внимание к короткой позиции, чтобы вы более явственно различали нейтральную позицию в наших деньгах на этом графике, короткую позицию и позицию в активе. Но на самом деле, в примере, который мы с вами только что смотрели, нет позиции в понижении. Весь секрет в том, чем на самом деле является наш актив, который все время падал. Внимание, предупреждаю. Профессиональным ортодоксальным монетаристам, прозападным экономиксистам и долларопоклонникам дальше смотреть небезопасно. Актив, который мы с вами сейчас смотрели и который в 100 раз упал, это $2000 США. А деньгами на этом графике было золото. Цена на графике отражает количество унций золота в $2000 США, начиная с 2030 года. Открываю даты. Теперь у нас на графике есть его название. Это котировка $2000 в золоте. Вот эта надпись. И временной период. С начала 30-х годов
XIX века. Вот оно. И по сегодняшний день. То есть в самом начале 30-х годов 19 века, вот здесь, в $2000 было примерно 97 унций золота. Вот она цена. А вот это вот колебание в начале 60-х годов, вот оно, пошло вниз. То есть падение доллара до примерно 45 унций за $2000. Это гражданская война севера и юга в Соединенных Штатах. Дальше почти 30 лет после восстановления доллара. Раз, два, три. Примерно до кризиса 1905 года, вот до вот этого места. Было более-менее спокойно. Вот здесь в 1905 году укрепление доллара, инициированное банками, чтобы заемщикам стало тяжелее отдавать долги, чтобы они лучше банкротились и позговорчивее продавали финансовый капитал свой бизнес. То есть фактически это была специальная такая операция для того, чтобы утяжелить положение заемщиков. На самом деле мы открывались вниз. То есть на самом деле мы вот здесь не открывались вниз в короткую позицию к нашему активу. Ведь нашим активом были $2000 США. Этот момент очень важен. Посмотрите, что значит открыть короткую позицию на нашем графике. Ну, допустим, вот здесь вот или вот здесь. Это значит занять наш актив. То есть занять $2000 и продать его за деньги на нашем графике. Но деньги-то на нашем графике это золото. Таким образом, когда мы открывали короткую позицию на нашем графике, то мы под нашу позицию в деньгах, то есть в золоте, занимали доллары и на самом деле покупали золото. Другими словами, если перевести то, что мы делали в обыденную, привычную вам терминологию, то мы все время находились в золоте, считая его деньгами. Периодически занимали доллары и покупали золото в кредит. Немного заработав, мы продавали часть золота, купленного в кредит, в том объеме, чтобы вернуть долларовый кредит. А прибыль, которая была уже нашими собственными деньгами, оставляли в золоте. Сравнение трех выше приведенных стратегий поведения – это количественное объяснение результатов в зависимости от того, что мы считаем деньгами. Я не бросаюсь в академические абстрактные споры, хотя легко и это могу. С точки зрения эконофизики мы с вами психологически поставили экономическую трактовку с головы на ноги, то есть в нормальное состояние. Это не простой кульбит, если перед этим ходить на голове всю жизнь. Но не нужно безоглядно верить тому, что я говорю. Нужно просто рационально убедиться в правильности выводов и ни от чего не отказываясь из того, что вы знали раньше, выйти за рамки своего старого мировоззрения, чтобы получить преимущество и выгоду от новых знаний. Я просто ознакомливаю вас с результатом, почти с медицинским. Если вы считали деньгами доллар, а нейтральной инвестиционной позицию в долларе, то у вас за последние 100 лет, 150 примерно, почти 200 может быть, денег стало в 100 раз меньше, чем у того, кто считал деньгами золото. А нейтральной позицией он считал позицию в золоте. И все, больше ничего в этом нет. Если согласны терять собственные деньги, можете спорить о чистоте академической мысли, монетаризма и доллара поклонничества. На самом деле эти монетаристские жульнические байки были придуманы в 30-40-х годах 19 века. Примерно вот здесь. Вот в этом месте. Все эти открытия произошли. Чтобы обосновать неспособность поддерживать золотое обеспечение доллара для широкой публики. Подчеркиваю, для всей широкой публики. Но поскольку эта болтовня не работала, то в Штатах поступили очень просто. С начала 30-х годов прошлого века
запретили публике владеть золотом. Вот здесь примерно. 40 лет до начала 70-х, вот до сюда. Это было уголовным преступлением. Нашли золото, иди в тюрьму. Сталин до такого не опускался. В ролике «Золото-доллар. Часть 2. Как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию», мы с вами уже рассматривали ситуацию и пример возможных действий, подобную той, которую рассматривали в этом ролике. Ссылка на тот ролик сейчас на экране и под роликом его описание. Но там мы ее описывали на классическом графике стоимости золота в долларах. Там мы ее рассматривали чуть подробнее и совершали операции покупки и продажи золота как для варианта, когда деньгами является золото, так и для варианта, когда деньгами являются доллары. Но на самом деле, по своей сути, мы делали то же самое, что и в этом ролике, но только на классическом графике. Если не смотрели или подзабыли, рекомендую пересмотреть тот ролик. После этого ролика вы увидите его совсем по-новому. Еще раз подчеркну, что там, как и в этом ролике, не делается акцент на правильности и изощренности управления. Для обеих стратегий совершаются абсолютно одинаковые операции с точки зрения цен. Различие лишь в том, что считать нейтральной позицией, то есть во что мы возвращаемся после инвестиций. Именно это отличие приводит к очень существенной разнице результатов. Такая же картина, как и для доллара, будет для всех фиатных валют. Мы ее позже глянем. Все сказанное ни в коем случае не означает, что нужно всю жизнь сидеть в золоте. Такая стратегия в средней и долгосрочной перспективе только сохранит стоимость сбережений. Для ее увеличения необходима деятельность либо в реальном секторе, либо в инвестициях. То есть я говорю об активной позиции, либо предпринимательской, либо инвестиционной. То, как это делать, понимая, что наиболее эффективными и безопасными деньгами является золото, мы с вами будем дальше разбираться на нашем канале, но постепенно. Также все сказанное в этом ролике не означает, что если вы в какой-либо из валют, то нужно, сломя голову, броситься покупать золото. Возврат тоже должен происходить по наиболее эффективным ценам и в правильной ситуации. Понимание и принятие того, что наиболее качественными деньгами и нейтральной позицией является золото, существенно меняет психологию и экономическую трактовку покупок золота. Это либо открытие длинной позиции, то есть ситуация, когда вы из нейтральной позиции, то есть из позиции в золоте, покупаете золото за счет кредита, то есть под залог того золота, которое у вас есть. Либо это закрытие короткой позиции к своей нейтральной позиции, то есть позиции в золоте. То есть среднесрочная или долгосрочная позиция в любой валюте является короткой позицией к золоту. То есть так, как будто бы вами продано золото в надежде на то, что золото опустится к этой валюте. Соответственно, закрывать эту позицию и возвращаться в золото нужно тогда, когда принимается решение о том, что вероятность продолжения падения золота к этой валюте становится очень маленькой. Другими словами, если вы пришли к убеждению, что золото более эффективные и безопасные средние и долгосрочные деньги, то вы не золото покупаете и продаете, возвращаясь в фиатные валюты, а наоборот, периодически покупаете и продаете валюты, возвращаясь в золото. А фиатные валюты имеете только для краткосрочных операций. Золото в этом смысле для всех валют играет ту же роль, какую играл доллар для рубля, по крайней мере до 2010-х годов. Сейчас сложились условия для изменения этой ситуации в паре рубль-доллар. Но пока только сложились условия для изменения этой ситуации. По этому поводу гляньте наш с вами долгосрочный прогноз доллара к рублю. Ссылка на него под этим роликом. Именно в этой логике отношений золота с фиатными валютами работают самые крутые финансисты на этом мирового уровня, которые и рулят последние несколько сотен лет финансовой системой. Мы несколько оторвались от интерпретации нашего графика доллара в золоте. Нечто похожее мы с вами делали на графике прямой котировки золота в долларе.
Но на этом графике, то есть тот, который мы сейчас смотрим, вам лучше будет понятен экономический смысл колебания фиатных валют к золоту. Для командиров финансового капитала фиатные валюты – это только то, что они легко эмитируют и чем они кредитуют производство и публику. А чтобы стоимость кредита не падала быстро из-за обвального падения валют, нужно, чтобы как можно больше публики и бизнеса хранила и пользовалась этими валютами. Ну и пользовалась, это имеется в виду, чтобы они покупали и продавали, используя эти валюты. Именно поэтому желательно подальше от них убрать золото от расчетов и нанять бригаду экономических плюсунов с научными степенями, расхваливающих Бреттон-Вудскую систему фиатных валют во главе с долларом. Запомните, крутые почти никогда серьезно не открываются на всяких там IPO. Как правило, они спекулятивно приоткроются на более ранних стадиях или прокредитуют их с последующей конвертацией в акции. А на IPO, как правило, нагонят баранов и распродадут им почти все на локальном максимуме рынков. Можете использовать это как примету. Если запестрели и зачастили IPO, значит велика вероятность, что в горизонте нескольких кварталов или лет высока вероятность достижения рынком инвестиций значимого долгосрочного локального максимума. Но получать реальный контроль над бизнесом или приобретать значимые доли крутые будут стараться, загнав предприятия кредитами в предбанкротное состояние и максимально обесценив их. Запомните поговорку одного из самых успешных в истории инвесторов. Покупать нужно тогда, когда по улицам льется кровь. Это, конечно, в переносном смысле, но сейчас, с учетом СВО и возможных событий, если смотреть на рынки в золоте, мы в горизонте нескольких лет вполне можем еще раз в истории оказаться в такой ситуации, в буквальном смысле. В России подобная ситуация была в 90-х. И сейчас высока вероятность, что некие подобные события могут разыграться, но теперь уже во всем мире. Это одна из интерпретаций к трактовке долгосрочного прогноза золота в долларе в ролике «Золото. Прогноз на 15-20 лет». Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под роликом, его описание. О чем еще может сказать этот график стоимости доллара в золоте? Во-первых, как утверждали родоначальники политэкономии, начиная с Рикардо Смита и Маркса с Энгельсом, золото является более-менее подходящей мерой экономической стоимости. Здесь я с ними согласен. Мы это немного уже глянули на примере недвижимости в ролике «Как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота» и в ролике «Роль золота в определении качества облигаций недвижимости акций». Ссылка на эти ролики сейчас на экране и под роликом в его описании. Как мы с вами увидим дальше, аналогично выглядит ситуация и для всех без исключения остальных валют и активов. Глядя на этот график падения стоимости доллара в 100 раз за последние 100 лет, вот она. Энциклопедические долги правительства, возникает вопрос, а для поглощения чего сейчас благоприятна ситуация? Думаю, что наиболее проницательные из вас заподозрили, что эта ситуация благоприятна для поглощения финансового суверенитета национальных государств и поглощения их центральных банков. Сирич для глобализации. То есть западный сценарий глобализации и продвигаемый наднациональными финансовыми группами это поглощение экономик и политических суверенитетов за выстроенные в последние десятилетия долги. Ну, фактически с 60-70-х годов. Тогда по аналогии с поглощением северными штатами южных в гражданской войне 1860-х годов в США, совершенно очевидна роль пандемии и провокации СВО на Украине. Это дестабилизирующие факторы, ухудшающие положение должников и увеличивающие вероятность их банкротства и поглощения. Повышение процентных ставок Западом в этом случае – третий элемент этого процесса. Тогда следующий этап – работа условных судебных приставов, в кавычках, конечно. То есть множественные локальные военные конфликты по реализации процессов смены собственников. В России 90-х это были полукриминальные разборки между олигархами и региональные конфликты.
Но сначала нужно набить эти центральные банки акциями за долги, а потом поглотить контроль над предприятиями и отраслями оптом. ЦБ Японии в этом плане первопроходец и, возможно, своего рода стартап. Все современные геополитические стратегии и аналитики грешат каким-то непобедимым субъективистским идеализмом. Глобальные колебания и перестройки систем, которые начались в первой половине 2000-х, вот здесь вот, это битва за собственность, ресурсы и суверенитет. А дальнейший сценарий военно-политической ситуации – это аргументация и создание условий для того, чтобы условные мегазачеты и переход прав на отрасли и рынки сбыта из одних рук в другие произошли по правильным низким ценам. Уточнение – по очень низким ценам в золоте. Чтобы правительства и центральные банки ловчее выходили на глобальные банкротства и продажу власти, и для того, чтобы торг шел убедительнее, ситуация закредитованности государств и центральных банков под завязку, нужно поднимать кредитную ставку, чем сейчас и занимается Запад. А поскольку во всемирном масштабе из-за Путина, Си и Моди ситуация с всемирной глобализацией, то есть поглощением финансово-политических суверенитетов тормознулась, то делать это нужно хотя бы частично, но быстро, чтобы побыстрее консолидировать ресурсы для украинизации Средней Азии, Тайваня и Пакистана, для этих мятежников, не подчинившихся святоликой воле носильщиков тяжкого бремени белого человека. Военно-финансовая методология поглощения активов и суверенитетов проста и на основе доллара отработана как минимум со второй половины 19 века. Вот отсюда. Как только окукливается отрасль промышленности новой техноэнергетической эпохи, как было в Южных Штатах, речь идет о нефтянке, то приключается стабилизация. Например, гражданская война. Стабилизация – это маркетинговый ход для повышения спроса на кредиты со стороны бизнеса, вдруг заскучавшего в падении продаж и кризисе неплатежей. Сначала инструмент долга, то есть исполняющая роль денег валюта, ослабляется к золоту. Вот она, эта процедура ослабления и к реальным ценностям. Для этого есть специальное слово – инфляция. Когда кредиты возьмут много, неподъемно много. Вот здесь вот. Стоимость валюты начинается резкий подъем ставок и револьвация валюты к реальным ценностям. Вот этот процесс пошел. После этого начинают за долги переписывать собственность нефтяников-банкротов и становиться Рокфеллерами. При этом приключаются терки между исполнителями и заказчиками, кредитовавшими праздник глобализации на территории Южных Штатов. Так возникает разборка условных Рокфеллеров с условными Ротшильдами. Эти парни просто последние 150 лет просто ведут переговоры о подписании не до конца согласованных актов выполненных работ по поглощению и монополизации нефтянки США во второй половине 19 века. Вот здесь вот. Роль финансистов в гражданской войне в США и в последующих революциях и мировых войнах – калька с войн Наполеона. Ротшильды тогда кредитовали обе воюющие стороны. А потом на восстановление и переделе Европы нагнули половину европейских стран. Большой, лихой и веселый бизнес был у парней. Делали бабки при помощи зачетов и смертей. Но и сейчас ничего не изменилось, только масштабы выросли. С конца 19 века в рамках новой техноэнергетической эпохи нарождаются новые технологические уклады. То есть это все, что связано с нефтью. Вот здесь. Для развертывания которых американского рынка недостаточно. Для подготовки расширения рынков и новой волны поглощений под сенью государства изготавливается главный кредитор и стартап философского камня в одном лице под псевдонимом ФРС. Примерно вот здесь, в 2013 году. Вот тут. Для придания теософского смысла продукции нового философского камня и для маскировки запаха типографской краски на продукции камня разместили рекламный слоган «In God we trust».
Как только стартап философского камня ФРС заколосился, возникла необходимость дискредитации конкурирующих алхимиков с другого континента и острова неподалеку от него. Опять же, еще и спор по активам, по актам приемки предыдущего IPO в нефтянке Южных Штатов еще не до конца согласован. Надо же разобраться с оппонентами с соседнего престарелого континента. Метод доказательства недофилософскости камней и передела ресурсов и рынков был изобретен еще во времена Египта, Древней Греции и Рима. А по большому счету еще первобытными охотниками. И потом оттачивался в столетней и 30-летней наполеоновских войнах. Не мудрствуя лукаво, в 1913, вот здесь примерно, вот тут, этот способ и запустили, то есть войну. Это помогло замутнить и понизить каратопроизводительность европейских, британского и российского философских камней. Но островной камень только царапнуло. Поднимающиеся в зоне нового американского философского камня стартапы, новых укладов, новой технологической эпохи, получив дополнительные рынки, дружно налились соком. И пришло время собирать урожай. Вот здесь, в начале 20-х. Для этого в 20-х, чтобы дополнительно повысить спрос на продукт деятельности камня и посочнее накандидовать покупателей тогдашних IPO, перемежали ослабление и усиление доллара к золоту. Вот эта процедура. Доллар роняли и поднимали. Кому надо, прибрали золотишко, а потом в 1928 году резко повысили ставку. Вот здесь. И после расчетов с публикой за залоговое золото по специальной заниженной цене, ну вот по этим ценам, резко опустили валюту к золоту, а также фондовый рынок. В это время в Москве опасный русский грузин при помощи Маркса, внутрипартийной борьбы, русского авось и подмигивания Бога соорудил какой-то кристалл роста. Кристалл роста имел странные свойства. Вместо того, чтобы способствовать ограблению и колониализму в форме неэквивалентного обмена бумажных бус на реальные ценности, он способствовал просвещению и образованию народов, создавал академии и строил больницы и школы. Зона кристалла роста шла по пути увеличения эффективности через снижение себестоимости. Там задача поглощения экономики не стояла. Она уже была централизована в форме общенародной собственности по результатам Октябрьской социалистической революции 1917 года. Второй путь – монопольный контроль цен и расширение рынков продаж на частной основе. И то, и другое требует применения силы. Именно к этому в конце 30-х и приступили, сняв с паузы старую добрую процедуру войны, запущенную в 13-м. То есть вот здесь. Приступили к новой войне. Получилось неплохо. Американский камень засиял новыми красками. У рекламного слогана «In God we trust» появилось много новых фанатов. Цель США во Второй мировой, как и в Первой, были рынки Британии. Перехват ее торговой монополии в колониях и отжатие привилегий печатания мировых денег. До тех пор, пока эмиссия идет с условием обеспечения реальными ценностями, например, золотом, эмитент зарабатывает относительно немного, в пределах кредитной ставки. Но как только требование к обеспечению снимается, доходом эмитента становится весь номинал эмиссии. Именно такое изменение произошло в конце 60-х, начале 70-х. Вот здесь. Вот здесь произошел отказ частной организации ФРС США от твердого гарантированного обеспечения доллара реальной стоимостью, то есть золота. Это было проявлением проигрыша США в экономическом противостоянии с СССР в 60-х годах. Элита СССР не стала форсировать победу. И в итоге, радостно самозаразившись потреблятством, в конце 80-х за долю малую пропихнула договорняк поражения СССР в холодной войне. Падение доллара к золоту в 30-х и 70-х
вот здесь и вот здесь, не является чем-то уникальным. Абсолютно то же самое происходило и с французским франком во второй половине XVIII века, когда на мировое лидерство выдвигалась Британия, а в мировые деньги фунт. И абсолютно так же летел к золоту вниз фунт в конце 19-го, начале 20 века, когда его начал поджимать доллар. Схема всегда одна и та же. Глобальный финансовый капитал внедряется в финансовую систему нескольких государств-стартапов, претендентов на мировое господство. Кредитуют и стимулируют обе стороны для борьбы. А после победы какой-либо из сторон при помощи контроля необеспеченной эмиссии и кредита перераспределяет в свою пользу часть национального богатства победителя и еще зарабатывает на раздербанивании проигравшего. Этот цикл в силу чисто физико-экономических законов с 15-16 века составляет примерно 80-120 лет. Он связан с циклами солнечной активности. А циклы Кондратьева – это детализация этого большого цикла. Приостановка падения доллара в 80-х, 90-х, вот здесь. Это как раз передача Западу за взятки частью обубуинившейся компрадорской советской портократии ресурсов и активов СССР. Обратите внимание, что периоды приостановки перед следующим падением доллара к золоту сокращаются. Это 55-60 лет конца 19-го, начала 20 века, 35-38 лет в 30-х, 60-х 20 века и примерно 20-22 года в 80-х, 90-х годах прошлого века. Соотношение периодов примерно 0,6. Отметьте, это соотношение Фибоначчи. И постепенно сокращается от примерно 0,62 к 0,57. Следующее отношение будет еще меньше. Наиболее вероятно, что мы находимся в самом конце последнего периода стабилизации, перед срывом в следующий этап масштабного падения доллара к золоту. Ну, то есть, условно, вот это вот место. Альтернативой этому падению доллара является его резкое усиление по типу 60-70-х годов 19 века. То есть, вот примерно по вот этому типу. Это тот сценарий, который необходим наднациональной ростовщической финансовой элите для инициирования банкротств национальных государств и экономик, для их поглощения. Это та ставка, которая поставлена на СВО. Все, кто противостоит нам, в том числе и наши предатели, осознанно или неосознанно, но работают на сценарий разворота и усиления доллара, банкротства и поглощения остального мира. Но уже трижды этот сценарий не прокатил. Это Наполеон, Крымская война и Первая мировая со Второй. После каждой попытки страна-гегемон, используемая как инструмент, начинала закатываться. Франция и Британия не дадут соврать. Об кого они бились, думаю, что объяснять не нужно. Об нас. И пока мы говорим по-русски, это нам не простят никогда. Но все-таки один раз было исключение. Это договорняк части партхоз-номенклатуры о проигрыше СССР в холодной войне. Как бы там ни было, но в результате этого договорняка Россия вылетела из высшей лиги в первую. Но сейчас вернулась и играет без дураков. Хотя партия приватизационных компрадоров пытается смастерить еще один договорняк, но теперь на Украине. Но, на мой взгляд, СВО – это еще и нечто вроде операции Трест 20-х годов прошлого века. Но только на несколько порядков больше. Кто и рулит, я думаю, понятно и без объяснений. Сейчас коалиция и вовлеченные ресурсы значительно масштабнее, чем в предыдущие разы. С одной стороны, это весь Запад с англосаксонским ядром. С другой – мы, вставшие за нами Китай и подтягивающиеся Индия, Ближний Восток, Африка и Южная Америка. Обратите внимание, что чисто технически на этом графике, вот здесь вот, даже если доллар отскочит в район 40-50, вот сюда вот, 40-50 унций за 2000 долларов, то это все-таки чисто технически будет только лишь коррекция, за которой потом должен быть достаточно глубокий откат обратно, ну вот сюда. Иная трактовка возможна только в том случае, если произойдет эта коррекция. Я не говорю о том, что это прогноз. Это пока только лишь обсуждение свойств вот этого графика. То есть, грубо говоря,
чем будет являться что-либо, если вдруг оно произойдет. Не более того. Не следует обманываться тем, что доллару как бы некуда уже падать сейчас. Ну, то есть вот здесь вот все около нуля, там некуда тусоваться. Типа 0 до него совсем близко. Конечно, близко. Но если доллар пройдет по этому графику, например, небольшое расстояние от примерно единички до 0,1, то есть примерно вот отсюда и вот до сюда, то на самом деле это будет означать десятикратный рост золота к доллару. Критерий увеличения реализации этого сценария мы с вами смотрели в долгосрочном прогнозе золота к доллару. Ссылка на этот ролик внизу в описании текущего ролика. Если подзабыли или не смотрели, то гляньте. По истории динамики доллара к золоту в таком отображении, наверное, даже не в обратном, а в правильном, и ее интерпретации мы еще раз коротко пробежались лишь с одной целью. Для того, чтобы у вас сложилась четкая причинно-следственная связь. Первое. Финансовая причина девальвации доллара, как и предыдущих мировых валют, франка и фунта, не обеспеченная эмиссия. На самом деле причина глубже. Она физико-экономическая. А финансовая является лишь ее следствием. Но мы здесь об этом говорить пока не будем. То есть нам достаточно того, что мы сказали, что главная причина – необеспеченная эмиссия. Второе. Эмиссия необходима для неэквивалентного обмена бумажных бус на товары неоколоний и для пузыря кредитования с целью перераспределения богатства. Процесс этот объективный. За ним стоят огромные ресурсы и деньги. Но финал его в силу физико-экономических законов всегда закономерен. Платить за праздник передела собственности должен народ поглощенной экономики. Примерно это сейчас предстоит Европе и Штатам. Для финансового капитала из этой ситуации возможно два выхода. Первый – смена мирового лидера и эмитента. Но для этого необходима новая техноэнергетическая эпоха. А этот задел есть только у России. Ближайшие преследователи отстают как минимум на 15-25 лет. Британия в конце 18-го, начале 19 века выезжала именно на новой техноэнергетической эпохе – тепловой машины и угля. Штаты сменяли ее в рамках этой же эпохи, но только на смене технологического уклада в рамках эпохи. С угольного на углеводородные. Именно поэтому относительно безоблачное лидерство Штатов было таким крайне коротким. Фактически всего лишь с конца 40-х до начала 60-х. Плюс здесь 15 лет поедания ресурсов СССР в 90-х, 2000-х. Второй возможный выход из этой ситуации – общемировая монополия. Для публики это называется глобализация и инклюзивный капитализм. Этот план начал реализовываться почти сразу после Второй мировой. Его англосаксонский огрызок в виде AUKUS не жизнеспособен в силу объективных физико-экономических законов. Но поражение Запада не произойдет само собой. Именно эта ошибка была сделана СССР в середине-конце 60-х. Борьба будет жесткой и бескомпромиссной, поскольку на карте стоит все. Основной вывод, который мы с вами делаем из рассмотрения котировки доллара в золоте, это то, что нормальная, неактивная позиция – это позиция в золоте. А позиция в долларе – это инвестиция из золота для каких-либо целей. Но при принятии решения о закрытии этой позиции происходит не покупка золота, а как бы возврат в него. Это не какая-то академическая абстракция или полемика. Это чисто практический вопрос сохранения стоимости сбережений. Мы это показали на конкретных операциях. То есть разницу вы видели. Это десятки и сотни раз. Этот вывод самый важный, поскольку именно он определяет величину и смысл остатков позиций в золоте и смысл покупок и продаж золота. Но вопрос возврата в золото тоже не банальный. Возврат должен делаться по наиболее выгодной цене. Обратите внимание на нашу инвестицию в доллар из золота в 90-х годах. Вот здесь. Смотрите. Мы как раз инвестировали в доллар. То есть покупались как бы. То есть как бы из золота покупались долларом.
Но при вынужденном возврате из доллара в золото понесли убытки. Это если инвестиция была просто в доллар. После корректировки среднесрочных прогнозов и второй части этого ролика мы с вами посмотрим на то, для чего был нужен в то время переход в доллар и куда на самом деле были инвестиции, какую роль при этом играл доллар. Ситуация с котировкой рубля в золоте выглядит абсолютно точно так же, как и ситуация у доллара в золоте. Но есть некоторые нюансы. Он также валился, то есть рубль точно так же валился к золоту, но начиная с Хрущева масштаб падения увеличился. А с предательством и воровством либерально-перестроечных приватизаторов скорость падения рубля к золоту стала существенно выше, чем у доллара. Давайте глянем этот график. Это график 6300 современных рублей в граммах золота. С 1920-х годов по наше время. По своему экономическому смыслу это такой же график, как и график доллара в золоте. Но только там условным активом или товаром были 2000 долларов, а здесь таким товаром являются 6300 рублей. Разница тут только лишь в том, что в долларе деньгами являлись унции, и единицей денег была унция золота, а цена означала количество унций золота, содержащихся в 2000 долларов. А на этом графике, то есть на графике рубля в золоте, единицей денег является 1 грамм золота, и цена показывает то, сколько граммов золота содержится в 6300 современных рублях. То есть сейчас в 6300 современных рублях содержится чуть больше 1 грамма золота. На самом деле это тот же график золота в рубле, который мы с вами анализировали и делали долгосрочный и краткосрочный анализ и прогноз, но только отображенный в обратной котировке. Максимум рубля был в 20-30-х годах, вот здесь вот. Имеется в виду максимум рубля к золоту. Там в 6300 современных рублей было 60 миллионов грамм. Вы не ослышались, 60 миллионов грамм. Не упускайте из виду, что на шкале цены вот здесь внизу шкалы стоит множитель 1000. Сейчас же в 6300 современных рублях примерно 1 грамм золота. Все деноминации здесь учтены. Именно поэтому такие несуразные цифры. То есть деноминации плюс циклопическое падение рубля. А сам этот график отражает то, что рубль с 20-30-х годов прошлого века, вот смотрим, 55 миллионов, почти 60 миллионов. То есть, что рубль упал с 20-30-х годов прошлого века упал к золоту примерно в 45-60 миллионов раз. Это и есть численное выражение того ущерба, который нанес нашей стране Запад своими войнами против нас, гонками вооружений и воровской приватизацией через подкуп компрадоров. Не вводите в заблуждение тем, что в начале графика, в 20-50-х годах, вот здесь, визуально широкие колебания. В 20-50-х он как раз колебался в диапазоне от 10, примерно вот отсюда, до 50 миллионов грамм. То есть примерно в диапазоне 1 к 5. И это с учетом самой страшной войны в истории человечества, основная тяжесть которой обрушилась на нас. А вот с приходом Хрущева в начале 50-х, вот здесь, вот отсюда, и его наследников в 90-х, наследников приватизаторов, рубль упал к золоту примерно в 10-15 миллионов раз. То есть вот за этот период он упал как раз в 10-15 миллионов раз. Эту историю и ее трактовки мы с вами подробно смотрели на прямом графике истории золота в рубле. В ролике «Что выгоднее, доллар или золото?» Золото-рубль 1930-2023 год. Рост в 45 миллионов раз.
Ссылка на него была на экране чуть ранее. Также ссылка на него есть под этим роликом в его описании. Характер поведения рубля к золоту похожий, как и у доллара. Падения перемежаются с короткими относительными приостановками. Ну вот, раз, два, три, четыре. Возьмем масштаб с 80-х по наше время. То есть чуть-чуть этот график подувеличим. Примерно так, допустим. С 80-х годов по наше время примерно. Все то же самое, что и в долларе. Ну, не с точностью до цифр, а по характеру движения. Даже если мы, например, в начале 80-х в какой-то части нашего долгосрочного портфеля по какому-нибудь из меньших масштабов и решили слегка приоткрыться в активе, которым у нас на этом графике является 6400 рублей, то в конце 80-х, то есть если вначале мы приоткрылись в рубле, то в конце 80-х мы были бы вынуждены эту позицию закрыть и вернуться в деньги, то есть вернуться в золото. И, может быть, даже открыться против рубля из позиции в деньгах. То есть вот здесь вот мы могли открыться против рубля. То есть из позиции в золоте, поскольку на этом графике, как и в ситуации с долларом, деньгами у нас является золото. Вот на этой шкале у нас отложены граммы золота. Возьмем еще больше масштаб с начала 2000-х по настоящее время. То есть вот так вот возьмем. Примерно. Та же самая картина. Даже если мы где-то и могли понемногу открыться в активе, то есть в рублях, ну, где-то, допустим, там попробовать вот здесь, может что-нибудь приоткрыться, или еще где-нибудь дернуться вот здесь. Хотя это достаточно спорно. То потом были вынуждены закрываться с небольшим убытком и возвращаться в деньги, то есть в золото. И в общем-то мы должны по этому графику должны были открываться против рубля в золоте. Напомню, что как и в случае с долларом, это означает, что мы для этого на этом графике под залог золота, давайте еще так масштаб побольше возьмем, чуть-чуть. То есть для того, чтобы открыться против рубля, мы под залог золота занимаем рубль и продаем его за золото. Ну, например, вот здесь или вот здесь. Ну, это вот 2014 год. Это, допустим, вот это вот 2019 год. Это то там, где мы могли, в принципе, открыться против рубля. То есть открыть короткую позицию в рубле против открыть короткую позицию против рубля в золоте. Обратите внимание, что текущая долгосрочная позиция, то есть сберегательная или резервная, это позиция полностью в золоте. И как в ситуации с долларом, плюс небольшая короткая позиция против рубля. То есть позиции полностью в золоте, плюс золото, купленное за рублевый кредит. Это не означает, что если вы в рублях, то сломя голову нужно броситься покупать золото. Меньшие масштабы внесли существенную корректировку в сберегательную или в резервную позицию. Более подробно об этом поговорим с вами во второй части этого ролика. После того, как подкорректируем средние долгосрочные прогнозы по золоту в долларе и доллара к рублю. Хочу поставить очень важный акцент в этом ролике, друзья. Все, что мы делали с покупками и продажами, не является демонстрацией моей крутизны или крутизны какого-то анализа или прогноза. Это сделки на старых данных и всего лишь психологическая иллюстрация
того, что на протяжении последних 100-150 лет более предпочтительными деньгами в инвестиционно-экономическом смысле было золото. Предпочтительными не в смысле абстрактной академической правильности или бесовских приплясов ортодоксальных монетаристов, а с точки зрения более эффективного сохранения стоимости. Особо подчеркну, речь не идет о том, что золото самый крутой актив. Мы с вами говорим о золоте только как о средстве сохранения, а не приумножения стоимости. Речь только о сравнении с другими валютами, которым предписано исполнять роль денег для простых смертных, то есть для нас с вами, и в которых нас обязали получать зарплату. Именно отсюда и возник психологический эффект привязки к финансовым деньгам и привычки считать все в них. Это естественно, поскольку золото не является законным платежным средством, и прямые расчеты в нем невозможны. Демонетизация и намеренный перевод его в начале 70-х в разряд товаров, причем специально не самых ликвидных, затруднило его оборот и возможность участвовать в текущих расчетах. Но сделано это было только для того, чтобы искусственно снизить спрос на него со стороны публики, то есть нас с вами. Просто нужно было потихонечку отгонять будущий материал для трансгендеров и прочих неразмножающихся и краткоживущих видов служебных людей от грибных и рыбных мест. Сделано это было потому, что эмитенты денег больше не могли себе позволить поддерживать экономическое качество денег для всех и, соответственно, отвечать за это качество. Но эти искусственные ограничения по снижению ликвидности не изменили объективные экономические свойства золота по сохранению стоимости. Подчеркиваю, только сохранение. Золото само по себе не может увеличить стоимость. Для увеличения стоимости необходима активная созидательная деятельность, ну или спекулятивная, пока она еще возможна. Это имеет физико-экономическое объяснение, но оно пока сложновато для большинства из вас. Но мы с вами к нему потихоньку подберемся, когда подойдем к стратегии, которую реализует президент России по выводу мира из кризиса тысячелетия. Если смотреть другие более-менее употребимые валюты вплоть до Индии, вплоть до индийской рупии, японской иены, юаня, то у них ситуация очень похожая. И все они пока находятся по своему, скажем так, качеству к золоту между долларом и рублем. Сразу предостерегу вас. Я имею в виду исторического качества, исторических достижений, которые были, ну, условно говоря, исторических достижений, которые были поставлены. Сразу предостерегу вас от скоропалительных выводов о том, что если рубль был одной из самых девальвировавшихся валют, то в перспективе это также и будет. Я ни в коем случае не хочу, чтобы у вас создалось впечатление от этого ролика. Тем более мы там цифры видели, там 60 миллионов раз там и так далее. Это не больше, чем история. Тем более я надеюсь, что вы смотрели ролики с долгосрочным прогнозом сценариев золота в рубле и долларе, которые мы делали раньше. Ну и там и доллара к рублю и так далее. Напомню, что там мы смотрели те же самые графики, что и сейчас, но в обратной котировке. И там, если вы помните, я показываю, что у рубля и к золоту, и к доллару приличная вероятность выйти на другие более позитивные сценарии. И в наиболее позитивном сценарии может сложиться ситуация, когда рубль станет сильнее золота, а доллар слабее золота. Эта ситуация реализуется и будет прямым следствием той стратегии по выводу мира из глобального кризиса, которую реализует президент России. И если, конечно, ее удастся реализовать в значительном объеме, хотя бы в горизонте ближайших 10-15 лет. Провокация нас на СВО в первую очередь имеет своей целью затормозить реализацию именно этой стратегии. То есть СВО в прямом смысле конфликт между двумя стратегиями дальнейшего развития мира. Либо полная ростовщическая монополия с инквизиторскими ограничениями для большей части человечества, либо реализуемый Россией прорыв человечества в новую техноархаическую эпоху, устойчивый и управляемый социально-экономический прогресс для всего человечества
на ближайшие несколько тысяч лет. Но пока в горизонте как минимум нескольких лет, а может и дольше, на мой взгляд, более эффективно и безопасно любую, подчеркиваю, среднесрочную и долгосрочную позицию в валюте считать короткой позицией к золоту. Мы пока никак не затронули вопрос о соотношении рубля и, например, доллара в сбережениях. И какое отношение к этому имеет золото. Мы это будем смотреть во второй части ролика. Но намек для поразмышлять над этим я вам сделаю. Проделаем абстрактный эксперимент. Исходим из того, что мы находимся в базовой нейтральной позиции в деньгах, то есть в позиции в золоте. У разных валют разная динамика к золоту. Пока мы не говорим о методах анализа. Но предположим, что получен вывод о том, что одна какая-то валюта наиболее вероятно будет падать к золоту, а другая расти. Подчеркиваю, мы находимся в нейтральной позиции изначально, то есть в золоте. Это означает, что в той валюте, которая будет падать, можно прокредитоваться и купить дополнительное золото в кредит. То есть открыть длинную позицию в золоте. А за ту валюту, которая собирается расти к золоту, можно продать часть золота. В итоге, если объемы покупки и продажи золота за каждую валюту были примерно одинаковые, то у нас осталось примерно столько же золота, сколько и было с самого начала. То есть до открытия кредита и покупки золота и продажи другой валюты. Но появились остатки в одной валюте и кредит в другой. То есть вы как бы купили одну валюту за счет кредита в другой, не изменив позицию в золоте. То есть не возникло никакого предположения о том, что за валютные пары вы видите на Форексе или на бирже. Более подробно эту схему принятия решения о переходе из одной валюты в другую на примере рубля и доллара мы с вами будем смотреть во второй части ролика после корректировки среднесрочных прогнозов. То, что мы с вами сейчас смотрели, психологически достаточно сложно для восприятия. И не сразу все более-менее уляжется в голове. Может быть, придется еще раз спокойно пересмотреть этот ролик и предыдущие ролики, на которые я ссылаюсь в тексте. Это абсолютно нормально. Психологически это похоже на ситуацию начала 90-х, когда все встали перед необходимостью параллельно соображать, сколько чего стоит в долларах, помимо того, сколько чего стоит в рублях. Поэтому все, о чем мы с вами сегодня и в предыдущих роликах говорили, нужно сначала понять разумом. То есть убедиться в этом во всем разумно. И если противоречий разумных не возникло, то потом постепенно сформировать для себя новые стереотипы и через некоторое время к ним привыкнуть. И это, кстати, в первую очередь в ваших же интересах. Никто, кроме вас самих, не будет нести ответственность за качество управления вашими собственными сбережениями. Заметьте, что я не призываю вас все воспринимать на веру, как это происходит в секте имени прибыли владельцев долларовой системы. Я аккуратно все доказываю. И подчеркиваю, что это не рекомендации на все случаи жизни, а только лишь наиболее эффективная технология принятия решений, за которой не нужно слепо следовать, а спокойно и трезво убедиться в ее правильности и адекватно пользоваться ей. Опираясь и обобщая на предыдущие ролики и обобщая их, в этом ролике на примере доллара и рубля мы с вами еще сильнее убедились в том, что золото радикально лучше сохраняет стоимость, чем любые фиатные валюты. Это просто выражается в том, что в долгосрочном горизонте абсолютно все валюты значимо падали к золоту. Другие валюты мы тоже глянем. С учетом средних и долгосрочных прогнозов доллара и рубля к золоту, которые мы с вами делали раньше, наиболее вероятно, что в средней и долгосрочной перспективе эта картина сохранится. Ссылка на ролики с долгосрочными прогнозами под этим видео, его описание. Подчеркиваю, мы говорим только о валютах, а не об активах. Я всего лишь утверждаю, что золото более качественные инвестиционные средние и долгосрочные деньги, а не универсальный актив.
Мы с вами в этом ролике употребляли понятие среднесрочной и долгосрочной позиции. Наверное, вам интуитивно понятно, что к сбережениям больше относится понятие долгосрочной позиции. Во второй части ролика я дам более строгое понятие долгосрочной позиции, покажу, как оно связано со структурой сбережений и тенденциями рынков разной длительности. Но прежде чем мы двинемся дальше в определении структуры сбережений, в следующих нескольких роликах я сделаю корректировку среднесрочных прогнозов золота к доллару и рублю, и доллара к рублю. Этого требует рыночная ситуация. И это необходимо для лучшего понимания роли сбережений и резервов капитала в структуре всех активов. Это вплотную приблизит нас к критериям определения безопасных и надежных возможных направлений инвестирования из сберегательной позиции или из резерва капитала. Поэтому после актуализации среднесрочных прогнозов и конкретизации во второй части этого ролика возможной текущей сберегательной позиции, мы с вами посмотрим историю и прогноз в валюте и золоте нефти, Доу Джонса и индекса РТС. Это поможет нам лучше интерпретировать смысл и роль сберегательной позиции и резерва капитала, а также поможет определить критерии принятия решений о наиболее безопасных возможных направлениях инвестирования из сберегательной или из резервной позиции. На корпоративном языке это будет означать, что мы посмотрим наиболее надежные критерии для определения направления долгосрочного инвестирования или выбора стратегических направлений развития и выбора способов их инвестирования или финансирования этих инвестиций. Завершая ролик, я бы хотел резюмировать основной вывод из этого ролика и обобщение всех предыдущих роликов. Когда мы говорим о наших средних долгосрочных ресурсах, то есть о сбережениях или резервах, золото – это нормальное состояние, то есть состояние в деньгах. В деньгах, естественно, в кавычках, то есть в деньгах, как это употребляют этот термин спекулянты. А валюта – это инвестиции из золота. Инвестиции из золота – это продажа золота за валюту. То есть позиция в валюте – это короткая позиция к золоту. Поэтому, когда вы находитесь в валюте, долларе, рубле или еще в чем-либо ином, правильнее говорить не о покупке золота, а о возврате в нормальную позицию, то есть в золото. Нормальная позиция в золоте не означает, что нужно всегда сидеть в золоте или немедленно вернуться в золото из валют. В следующих нескольких роликах и второй части этого ролика мы с вами актуализируем прогнозы рубля, доллару и золоту. И в контексте этого конкретизируем возможную текущую структуру сбережений или резервов, а также определим критерии ее изменения. На этом, друзья, прошу вас извинить меня за не очень простой по содержанию ролик, а также разрешите пожелать вам спокойствия, ясности и прозорливости. И разрешите попрощаться с вами до встречи в следующих роликах.